Беседа о пути посвящений. Господь Майтрея. 19 апреля 2006 года. Я есмь Майтрея, вновь пришедший к вам через моего посланника. Я есмь пришедший для новых наставлений, которые я желал бы дать этим днем. Как всегда, я очень рад нашей встрече. И как бы тяжело ни было нам, и сколько усилий мы бы не прикладывали для установления нашей связи, все наши усилия окупаются теми изменениями в вашем сознании, которых мы ожидаем от вас и которые уже начали происходить. Поэтому сегодня, как и раньше, я пришел для того, чтобы еще раз дать определенные знания и определенную информацию, касающуюся вашего пути посвящений. И этот путь, по которому я призываю вас следовать, отличается от многого, с чем вы сталкиваетесь в вашей повседневной жизни. И этот путь отличается от тех учений, с которыми вы сталкиваетесь в ваших жизнях. Прежде всего, я должен вам сказать, что посвящения, которые вы проходите в ваших жизнях, становятся вами осознаны только после достижения определенного уровня вашего сознания. До тех пор вы похожи на барахтающихся и плескающихся в водах жизни подростков, которые не осознают взрослой жизни и не осознают всей сложности жизни и предстоящего жизненного пути. В жизни каждого существа наступает момент, когда оно осознает свою связь с Высшим и то, что оно должно начать осознанно следовать путем посвящений. Состояние общества в течение последних столетий, особенно на Западе, сделало невозможным осознанное прохождение посвящений. Люди забыли о школах мистерий и о тех знаниях, которые давались в этих школах. Поэтому нашей задачей и задачей, стоящей перед нашим посланником, является напомнить вам о пути посвящений и возобновить традиции древнего пути посвящений. Отличительной особенностью наших новых действий будет то, что мы постараемся дать вам необходимые знания, касающиеся пути посвящений, но каждый из вас будет проходить свои посвящения индивидуально, не удаляясь из обычной жизни.
Мы надеемся, что эта новая возможность сможет прижиться на Западе в нынешнее время. И вам не потребуется искать заморских учителей и ехать к ним на край земли. Еще раз повторяю вам, что происходит с вами ровно то, что вы допускаете в вашем сознании. И поскольку наступило новое время и пришли новые возможности, то для того, чтобы поступить в мою школу мистерий, совершенно не обязательно ехать на край света. Происходит ровно то, что вы допускаете в своем сознании. И если вы в своем сознании допускаете то, что вы можете общаться со мной и другими владыками мудрости, то рано или поздно это случится в вашей жизни. И я приду к вам непосредственно. Или я приду к вам через ваших врагов, ваших друзей и ваших близких. И я преподам вам те уроки, в которых вы нуждаетесь. Все упростилось. Уровень сознания, достигнутый лучшими представителями человечества, позволяет вам общаться с нами, находясь даже в условиях крупных городов. Все, что вам необходимо, это максимальная изоляция от внешних шумов и внешних раздражителей. Вы должны научиться прислушиваться к своим ощущениям. Вы должны распознавать вибрации. Вы должны прислушиваться к тем мыслям, которые приходят к вам в голову, и отличать те мысли, которые посылаю вам я, от тех мыслей, которые рождаются в вашей голове или приходят вам в голову из ментального плана. Ваше посещение моих занятий происходит внутри вас. В то время, когда вы находитесь в тихом, уединенном месте, и вам никто не мешает. Все, что препятствует нашему с вами общению, это уровень ваших вибраций. Поэтому тогда, когда вы способны с помощью молитвы или медитации возвысить свои вибрации до того уровня, когда никакие человеческие мысли или эмоции уже не тревожат вас, тогда я могу прийти к вам непосредственно и вступить с вами в общение. Вы получаете то, к чему вы устремляетесь. Не смущайтесь, если у вас ничего не получится ни с первого раза, ни со второго. Ваша устремленность не должна покидать вас. Иногда для того, чтобы установить нашу внутреннюю связь, может потребоваться значительное время. Но как только вы получите возможность непосредственного общения со мной,
Это послужит сигналом к тому, что вы поступили в мою школу и сдали все необходимые вступительные экзамены. Но как только вы поступите в мою школу, то с точки зрения обычной человеческой логики ваша жизнь начнет рушиться. Потому что единственное отличие человека посвященного от человека обычного заключается в уровне сознания. И чем глубже ваше осознание того, что все, что вас окружает, является иллюзией, тем большей степени посвящений вы достигаете. Уровень вашего сознания. Вот то, что меня интересует. И для того, чтобы вы достигли нового уровня сознания, я готов давать вам самые тяжелые тесты. Все тесты направлены на то, чтобы лишить вас любой и всякой привязанности к окружающему вас материальному миру. Когда вы добровольно и с моей помощью лишаетесь ваших привязанностей к материальному миру, вы становитесь посвященными, для которых я могу открыть древние знания об устройстве Вселенной. Если вы не обладаете должной степенью посвящений, то как бы вы ни старались, вы не сможете понять даже очень простых знаний. Вы будете слышать слова, но эти слова не будут доходить до вашего сознания. Очень много знаний и очень много информации содержится в вашем мире. Однако только те, кто имеет расширенное сознание, способны этой информацией воспользоваться. Это подобно тому, как если бы вы дали компьютер обезьяне. Ее уровень сознания не позволит ей воспользоваться данной вещью по назначению. К сожалению, когда мы даем вам нашу информацию и наблюдаем за тем, как вы этой информацией пользуетесь, то большинство из вас напоминает этих обезьян. Весь мир буквально напичкан информацией и знаниями. Но единицы могут воспользоваться этими знаниями. Потому что только единицы в этой или прошлых своих воплощениях прошли необходимые посвящения и достигли определенного уровня развития сознания. И степень ваших посвящений определяется только вашими личными достижениями. Нельзя купить посвящение. И нельзя, чтобы кто-то другой прошел ваше посвящение за вас или вместо вас. Однако есть люди, которые прошли свои посвящения и которые являются для вас гуру, теми людьми, которые могут задать верное направление вектору ваших устремлений. Когда ученик готов, то является учитель.
Поэтому только те из вас, кто готов внутри себя, смогут получить необходимые знания и найти и опознать те вехи на пути посвящений, которые выведут вас на верный путь. Поэтому, как всегда, я призываю вас идти внутрь себя и наблюдать за собой. Потому что только ваши несовершенства и ваши привязанности отделяют вас от знаний и мешают вам стать моими учениками. Я был рад сегодняшней встрече, и я рассказал вам о новой возможности, которая ожидает тех из вас, кто готов и устремлен. Я есмь Майтрея.